Здравствуйте, я доктор Чой Хон Лим, директор клиники пластической хирургии JW. В этом году нашей клинике исполняется уже 20 лет. 20 лет назад специалисты в области ринопластики, мамопластики и блефаропластики вместе открыли клинику JW. Я в данной клинике отвечаю за операции по блефаропластике. Совсем нет. На мой взгляд, операции по блефаропластике являются одними из самых сложных и щепетильных операций. Я занимаюсь блефаропластикой вот уже на протяжении 30 лет, и все равно до сих пор это сложно. Проведение операции по двойному веку может показаться простым удалением морщинок, но на самом деле необходимо рассмотреть очень много факторов, чтобы глаза после операции выглядели естественно, чтобы подходили к внешности пациента. Поэтому данная операция является одной из сложных. Глаза занимают на лице человека не такую же большую часть. Однако сфера операции по изменению формы глаз очень обширна. В нашей клинике операции по блефаропластике выполняют 3 доктора, и каждый работает с отдельной сферой. Например, область глаз условно можно поделить на 4 – верхнюю, нижнюю и 2 боковых области. В верхней области проводятся операции, начиная по блефаропластике двойного века до подтяжки верхнего века, когда падает функция мышц, отвечающих за поднятие век. Также часто проводятся повторные операции. В нижней области, когда сильно проседает область под глазами, проводится операция по распределению жира, возможно блефаропластика нижнего века, которая подтягивает проседающую с возрастом нижнюю часть. В боковой области возможна эпикантопластика, кантопластика. Таким образом, видов блефаропластики очень много. Все эти операции в нашей клинике распределены между 3 докторами, которые являются специалистами каждой в своей области. Факторов, которые необходимо учитывать при проведении блефаропластики, намного больше, чем кажется на первый взгляд. В случае, если это первичная операция, необходимо учитывать силу мышцы, смыкающей века, состояние кожи век, состояние орбитального жира. Все эти факторы влияют на решение, проводить ли блефаропластику с разрезом или без, или же необходим частичный разрез. При повторных операциях, на которых я специализируюсь, нужно учитывать не только высоту века, но также глубину век и склонность к образованию шрамов, также силу мышцы, смыкающей веки, объем век и другие факторы. У многих пациенток, которые обращаются для проведения повторной операции, ранее были учтены не все факторы, необходимые для создания естественной красоты глаз, что привело к необходимости повторной операции. Самое главное, на мой взгляд, выбор врача. Как долго врач занимается данной областью, насколько он опытен. Хорошо выбрать доктора, который внимательно смотрит пациентов. Кроме того, сейчас очень много рекламы в различных СМИ. Было бы хорошо, если бы пациенты не соблазнялись рекламой или слишком дешевой ценой, потому что цена чаще всего зависит от компетентности доктора. Как вы видите, в данном случае видно всего около 60% радужки глаз и ресницы направлены вниз. Это типичный случай для операции по коррекции опущенного века. В нормальной ситуации мы видим около 80-90% радужки. На данном фото пациент не может полностью поднять веки из-за нависающего эпикантуса, по-другому монгольской складки. Чтобы раскрыть взгляд, в таких случаях проводится блефаропластика. И убрав эпикантус, мы делаем глаза больше сверху и снизу, а также с боковых сторон. Еще важным моментом является направление роста ресниц. На первом фото они прикрывают взгляд, из-за этого может также ухудшаться зрение. При операции необходимо изменить направление роста ресниц, чтобы и зрение не падало. Таким образом, в данном случае были проведены операция по двойному веку, эпикантопластика и латеральная кантопластика. Это похожий случай. Здесь также верхнее веко сильно нависает над глазами, примерно наполовину закрывая обзор. Ресницы направлены вниз.
Вообще это наблюдается у 99% пациентов с выраженным птозом века. Поэтому здесь также было изменено направление ресниц и приподнято верхнее веко. У большинства пациентов с такими характеристиками веко открывается за счет привлечения силы бровей, поэтому даже у молодых людей с подобными характеристиками могут появляться морщины на лбу. Здесь на фото прошел всего месяц после операции, и процесс заживления еще идет. Данная пациентка просила уменьшить длину глаз. Это повторная операция. Ранее пациентка делала эпикантопластику, но стала ощущать, что вот это слезное мясцо чересчур видно. Глаза стали длинные, и выражение лица стало резким. Если вернуть обратно, прикрыть эту часть, то можно сократить длину глаза. Ранее, после первичной операции, внешняя сторона глаза стала узкой и по форме напоминала квадратную скобку. Пациентке была проведена восстановительная операция, и кроме этого, пациентка просила сделать двойное веко более выраженным, что и было сделано при повторной операции.